Друзья, сегодня у нас Blizzard выпустил большой патчноут, обновление, которое появится в игре 4 февраля. И все на форумах, на Reddit уже много обсуждали, например, новые сушки, которые они взяли с китайского патчноута, что там нового появится. Например, ДХ теперь сможет превращаться в некую месть и усиливаться, то есть будет такая трансформация. Этого раньше не было у охотника на демонов, а теперь есть. А я, друзья, как раз перешел на некроманта. Ну, будет повод, чтобы свапнуться обратно. Давайте сегодня подробно разберемся, что нового у нас появится в игре 4 февраля, и разберем весь патчноут. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И, друзья, сделаем мы это прямо с сайта Blizzard, с новости, которую я перевел с помощью Google переводчика на русский язык, чтобы вы все понимали, о чем идет речь. И перед этим я хочу, конечно же, сказать, что все эти новости, подробный разбор этого патчноута я публиковал у себя в телеграм-канале DI Tools. И, друзья, если вы еще не подписаны на DI Tools, то обязательно подпишитесь, потому что все эти новости выходят гораздо раньше, чем я делаю ролики. Более того, мы там обсуждаем механики, билды, новые события, а также я там разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера, периодически разыгрываю. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на DI Tools. И, друзья, первое, это, конечно же, нужно понять, когда все эти изменения появятся в игре. Обновление у нас стартует в ночь на 4 февраля в нашем европейском регионе. Поэтому, друзья, когда вы зайдете в игру 4 февраля, все уже у нас будет в игре. Давайте по порядку разберемся, что у нас тут нового появится. Ну и, наверное, самое интересное, что вызовет массу споров и обсуждений, это новый режим поля боя, хаотичный конвой. Теперь, друзья, тут очень все интересно. Мы теперь сможем заходить в конвой в особом режиме. Я об этом делал уже подробный разбор у себя в телеграм-канале. И что самое важное стоит сказать, что в этом режиме будут ограничения. На поле боя мы теперь будем заходить с отключенными навыками специализации Парагона, а также будут отключены бонусы отряда. Ну и если у вас на ваших легендарочках есть какие-то навыки боссов, когда появляется босс и начинает всех раскидывать, то это тоже будет отключено. В общем, это очень интересный режим, который будет в тестовом режиме работать с 4 по 23 февраля в определенный промежуток времени. И заходя на поле боя, мы будем получать определенные бонусы даров Корвуса. Gift of Corvus. Интересно, что же это такое? Как будет работать эта система усилений? Перед стартом матча можно будет выбрать первый бонус, и, кстати, его можно будет наролить. Вы видите, как будет выглядеть вот этот выбор Select a Gift of Corvus, да, можно будет выбрать, а также вот иконка реролла. Можно будет реролить, если тебе не нравится. Ну и также каждые 90 секунд ты сможешь снова выбирать дополнительный бонус. Один из вариантов можно будет перебросить, как я уже говорил. Ну и всего в игре будет около 100 различных комбинаций этих даров. И эти комбинации будут практически бесконечны тоже. До конца матча каждые 90 секунд ты будешь себе нароливать специальный такой билд, который будет отчасти рандомный. И уже обсуждая это в клане, это вызвало массу негатива у игроков, которые очень сильно заточены под PvP и затачивали свои билды на определенные навыки PvP. И они сказали, что это полная фигня, играть не буду. Но обычно так говорят те, которые потом сделают этот режим конвоя своим любимым. Давайте, друзья, посмотрим, когда это изменение появится в игре. А так, конечно же, это очень интересно. И все, что добавляет нам разнообразие, это все приветствуется игроками.
Далее разработчики опубликовали новые сущности для Пекла 11. Друзья, я сейчас нахожусь на уровне сложности 1274, уровень моего парагона, и буквально еще пару недель, и мы все перейдем на Пекло 11. Обычно в этих патчноутах разработчики еще упоминают, что с обновлением они понерфят требования к боевому рейтингу, и мы коснемся этого, конечно же, позже. Но новости и вбросы по поводу новых сушек, они гуляли в форумах сообщества и тут, и там, и вы наверняка уже со своими предварительно ознакомились. Но сейчас можно посмотреть, что опубликовано в официальном патчноуте, переведенного с помощью Google переводчика. Давайте посмотрим, что тут на варвара. Я буду прокручивать, а вы просто нажмите на паузу. Вот что касается рыцаря крови, что касается крестоносца. У охотника на демонов также появятся сушки, и здесь мое внимание привлекла именно затяжная ярость на штанах. Нет, не затяжная ярость, а именно, где это на нагруднике? Плащ ножей на нагруднике. Месть теперь превращает вас в аватара мести, устраняя потерю контроля и эффект отбрасывания, увеличивая урон от навыков и предоставляя новые активные навыки. Короче, мы сможем превращаться в какую-то трансмодификацию, которая будет иметь свои собственные навыки, уже не терпится посмотреть, как это работает. Такие новые сущности будут у друида, такие, друзья, будут у монаха и такие у некроманта. И я, кстати, подробно их сейчас тоже не буду вчитываться, разбирать, потому что, друзья, я на своем некроманте, за которого я сейчас играю, даже не собрал все сущности. Я периодически перехожу на некроманта с понедельника по четверг для того, чтобы набрать как можно больше легендарок и вытянуть как можно больше сущностей. Мне осталось где-то примерно 30%, но пока что я еще не могу создавать хорошие билды на некроманта. Единственный билд, который я быстренько создал на некроманта, это, друзья, АФК билд. Нужно всего 3 сушки каких-то начальных пекла, и твой персонаж становится полностью автономным. Я сделаю обязательно об этом, друзья, ролик, как АФКшить. На некроманте это вообще просто супер персонаж для того, чтобы очень быстро фармить. Не требует никаких вовлеченности в игру, ты просто стоишь на одном месте, и твои петы, твои скелеты, гоблины, кто там у некроманта, они все бегают, убивают, а котик или твой пет, он собирает всю эту экипировочку, тебе просто нужно ее бегать, разбирать, и каждые, может быть, 5-6 минут сдавать сущности монстров, чтобы открыть новую страницу бестиария. Друзья, пишите в комментариях, если хотите узнать подробности этого билда, там всего 3 сушки нужно. Очень интересно. И что касается бури, вы сейчас видите также это на экране, волшебника. И давайте перейдем к следующей новой активности. Это новый командир монстров. Теперь, друзья, в подземельях у нас будет, помимо, иногда там открывается портал, а теперь у нас будет появляться еще некий командир монстров. Я так понимаю, что это будет уже бывший у нас в предыдущем обновлении появлялись такие оскверненные захватчики, ПВПшные боты с навыками ПВП, которых было очень сложно убить, и если достаточно слабые игроки заходят в подземелье, то их ваншотит, и часто даже эти игроки выходили из подземелья, потому что не могли справиться с этими ПВПшными оскверненными захватчиками. Так вот, этот командир монстров будет что-то похожее. Он будет очень мощный. За первое убийство мы будем получать легендарочку, и у него будет несколько интересных навыков. Щитовая стена и залп дальнего боя. Мы посмотрим, как это будет работать в подземельях. Пока еще говорить рано, очень хочется увидеть, как же это будет все работать в реальности. Ну и разработчики говорят, что продолжение следует. Они будут развивать вот эту активность и дополнительный контент в ежедневной рутине, который мы проходим каждый день и уже устали от нее, и многие игроки устают от Диабло, поэтому разработчики лезут из кожи вон, чтобы удовлетворить нас и сделать игру более разнообразной. Пишите в комментариях, интересно вам это или нет, а мы переходим дальше. Разработчики нам возвращают
схватку миров. И она начнется у нас 25 февраля. До 1 марта будет регистрация, затем будут рейтинговые матчи и отборочная сетка с 9 по 15 марта. Друзья, пишите, участвуете ли вы в схватке миров. Я говорил, что я уже перешел в клан Боевые Хомяки, и наверняка сейчас мы соберем команду, чтобы поучаствовать в этом событии, друзья. И на все такие ответственные ивенты, события я, конечно же, свапаюсь обратно в своего охотника на демонов, где у меня все настроенные билды. И, друзья, я также это делаю на битву теней. Я ничего не имею против схватки миров. Мне кажется, это замечательное событие, но сколько с ним было связано различных скандалов о покупке аккаунтов, о скупке этих аккаунтов и создании персонажей, которые просто выносят всех на этой схватке. В общем, пишите в комментариях, будете ли вы участвовать и ждете ли это событие. Ну и, конечно же, по случаю китайского Нового года у нас возвращается событие обновления Тунши, которое продлится до 26 февраля. В общем, во время действия этого события мы будем выполнять до 5 заданий в день, чтобы заработать праздничные награды. Для получения наград необходимо выполнить просто 5 заданий. Подземелье, древний портал, ну просто ежедневные наши активности. За выполнение заданий мы получим красные мешки. Цейм. Количество выполненных заданий для получения наград не ограничено, но существует ежедневный кап на количество наград. 30 красных мешков и 100 цейм каждую неделю. Красные мешочки — это праздничные награды за обновление Тангши, который можно подарить другу или своему клану. Я помню уже с прошлого года это событие также было, и везде были эти красные мешочки, и мы уже не знали, как от них избавиться. В общем, событие, наверное, интересно, особенно для тех, кто любит какой-то PvE-контент, а также контент, связанный с социализацией, коммуникацией Diablo Immortal. Друзья, это социальная игра. Обязательно вступайте в клан, подключайтесь к Дискорду, общайтесь голосом. Игра для вас откроется по-новому. Если у вас есть усталость от игры, то конечно же, это просто вы находитесь не в том клане. Подключайтесь к тому клану, где вы будете общаться с игроками и вместе выполнять всю эту скучную ежедневную рутину. Ну и давайте, конечно же, поговорим о новом боевом пропуске, который, друзья, у нас стартует 12 февраля, как только мы войдем в игру. Это будет уже 49-й сезон. Он будет называться «Нефритовый военачальник». Вы видите сейчас предварительные скинчики этого боевого пропуска. Я вам честно скажу, что это такое себе. Мне они совершенно не заходят. Здесь это, конечно же, по случаю китайского Нового года какая-то такая тематика. Ну, не знаю. Ну просто вот я в них не вижу ничего такого, что мне прям захотелось бы надеть этот скин. Конечно, я куплю усиленный боевой пропуск. И, друзья, подписывайтесь на DI Tools, чтобы еще и выиграть боевой пропуск. У меня запустится сейчас как раз конкурс. И как только мы наберем 400 подписчиков, у меня, по-моему, сейчас там 360, то я разыграю боевой пропуск на этот либо следующий сезон, как выберет выигравший. Пишите в комментариях, что думаете по этим предварительным скинам. Мы, конечно же, подробно их разберем уже после того, как боевой пропуск появится в игре 12 февраля. Ну, а так мне, конечно же, не очень все это заходит. И, друзья, прямо с обновлением 4 февраля у нас стартанут ветры удачи, которые пройдут до 11 февраля. Ветры удачи — это очень крутое событие, когда у нас будет двойной дроп. Мы его можем активировать на 24 часа. Он, к сожалению, не отключаемый. Если мы его активировали, то деактивировать мы его уже не можем. И в течение этих 24 часов нам будет падать все в двойном размере, кроме легендарных камней. Для легендарных камней, если они падают в двойном размере, есть специальное событие. Оно, по-моему, называется «Зеркальные самоцветы». Друзья, и все ждут это событие, но у нас стартанут ветры удачи. Разработчик обычно публикует информацию о ветрах удачи, но никогда не публикует информацию о зеркальных
зеркальных самоцветов. Ну и забегая вперед, я, конечно же, рекомендую, друзья, вам не бегать сейчас предел бездны, там, забирать все свои капы, потому что это все можно будет сделать в 2 раза быстрее в конце недели с активированными ветрами удачи. И желательно активировать их, конечно же, вечером в воскресенье, чтобы забрать все капы предыдущей недели. И еще у тебя остались эти ветры удачи на следующую неделю, и забрать все капы на следующую неделю и быть свободным, гулять, наслаждаться, что-то делать в реальной жизни, а не только целыми днями сидеть в этой любимой игре Diablo Immortal. Друзья, пишите в комментариях, когда вы обычно активируете эти зеркальные ветры удачи. Немножко оговорился. Ветры удачи, конечно, не зеркальные самоцветы. Также, друзья, Blizzard публикует нам список периодических событий на пару практически месяцев вперед. И у нас проклятие выжившего здесь написано со 2 февраля. Но я, кстати, друзья, не уверен, что оно прямо сейчас идет. По-моему, когда я сегодня ехал на работу в метро, я этого события не видел. Мне кажется, что это просто опечатка. Давайте посмотрим, работает. Нет, проклятие выжившего у нас не работает, но оно продлится, скорее всего, прямо с 4 февраля до 11 февраля, как раз неделю здесь опечатка. Дальше у нас будет скучное испытание Орд. Ну, кому-то оно заходит, пишите в комментариях. Я, конечно же, не против. И сломанная плоскость. Но, друзья, это имеется в виду расколотые измерения, где мы сможем попробовать навыки другого персонажа. Ну и с 25 февраля у нас опять повторяется эта череда событий из 3 событий проклятия выжившего до 4 марта, потом испытание Орд и потом расколотое измерение. В общем, рутина изо дня в день не меняется. Ну и классно, конечно же, многие ждут, когда же будет новый фантомный скинчик, и разработчики, конечно же, дотягиваются до ваших кошелечков, поэтому, друзья, они выпустят скинчик, который называется «Баллада лунного света». Как вам этот предварительный облик скинов, который появится в игре? Можно будет все это купить со всеми вот этими эффектами за 4500 сфер. Там будет какая-то ограниченная версия, по-моему, и за 1500, но мы уже посмотрим, когда она появится в игре. Но за 4500 выглядит все очень здорово. Там будет и нимб, там будут и различные эффекты при убийстве, при активации мощного умения. В общем, любителям скинов наверняка зайдет, и это, конечно же, скины, которые очень сильно отличаются от того, что разработчики нам дают в боевом пропуске. Это уже скинчики, с которыми не стыдно побегать в подземелье, друзья. Вы, кстати, пишите, в каком скине вы бегаете, потому что я сейчас свапнулся на некроманта, собираю на него сушки. И, друзья, у меня тут совершенно нету никаких скинов. Вы видите, я бегаю, в чем, так сказать, игра родила. А родила меня она во всем ужасном, обычном, то, что валяется по санктуарию. Единственное, что делает мой скинчик симпатичным, это, конечно, вот эта хэллоуинская голова, которую разработчики сделали постоянной, а не 30-дневной. В общем, ждем этот скинчик, чтобы разобрать его. Мне кажется, он будет больше, чем 5 из 10, 6, 7, 8. Что думаете, пишите, конечно же, в комментариях. Ну и, конечно же, у нас обновление функций. Новая сборка для перековки. Сейчас у нас, по-моему, 3 варианта есть перековки. Давайте быстренько посмотрим, что такое перековка, друзья. Это мы можем наролить себе именно те бафы, аффиксы легендарных предметов, которые мы используем. Если мы зайдем в раздел «Услуги», «Перековать кузнецу», нажмем куда угодно на любую из наших элек, вот эти бонусы перековки как раз и есть. И здесь у нас 3 сейчас вкладочки. В общем, разработчики добавят 4-ю вкладочку, если вы потратили или потратите, или уже потратили. Я однозначно уже потратил больше 480 камней перековки. Я точно потратил больше, потому что для того, чтобы один из этих билдов, да, перековки собрать, я трачу
порядка 250-300 камней. В общем, это такой процесс, кто этим занимается, прекрасно понимает, о чем я. Нет, классная функция, на самом деле, потому что билдов огромное количество. И, кстати, на сайте Diablo TV, а Diablo Immortal — это такая вики-библиотека знаний. Обязательно добавьте этот сайт в закладки. Там есть раздел о билдах, где можно шарить свои билды. И, кстати, вот Роман Романович есть, тоже классный блогер. Он немножечко сейчас устал от игры, постит ролики с новой игрой. Это классно, я тоже считаю, что здорово. Но у него есть сайт как раз по билдам, друзья. Можно эти все билды шарить, делиться, смотреть, какие билды у других. И я считаю, что это очень классный русскоязычный сайт для русскоязычного сообщества. Обязательно посетите его, ссылочку я оставлю в описании. И, конечно же, я сделаю в одном из роликов обзор этого сайта, как это все работает. Ну, классно, что в нашем сообществе появляются какие-то новые проекты, поэтому Роману Романовичу за это большой респект. Ну, у нас еще портал Дерзаний стартует 17-й сезон, конечно же, с 23 февраля до 4 мая. Это еще долго нам ждать, но там будет добавлено 50 новых уровней, и они заканчиваться будут по 750-й. Вот так вот. Сейчас мы на максимальном 700 уровне. Кто-нибудь взял 700 уровень? Можно посмотреть, кстати, в разделе рейтинговые таблицы, портал Дерзаний. Нет, 696 максимальный уровень за 4.43. Игрок Рич, давайте посмотрим его характеристики. Ну, это явный кит, смотрите на здоровье, какие у него второстепенные статы: 8700 пробивания, неплохо, 10896, друзья, резонанса. Этот игрок у нас покорил только 696 уровень. В общем, 23 февраля у нас откроется еще 50, ну, естественно, все уровни предыдущие, они будут понерфлены, поэтому мы сможем быстренько еще 30 уровней набрать с текущим боевым рейтингом. Напомню, что для портала Дерзаний очень важен именно боевой рейтинг, поэтому его увеличение как раз влияет на то, насколько сильные или слабые монстры. И, конечно же, друзья, из-за того, что мы переходим на пекло 11, у нас будут понерфлены все требования к боевому рейтингу. Это самое время для того, чтобы собирать и фармить зеленые предметы экипировки, которые мы сможем надеть сразу после перехода на пекло 11, которое произойдет, я думаю, что через парочку недель. Если я сейчас на 1274 уровне, да, это пару недель, друзья. Эта неделя у нас будет 1280, еще пару недель, и мы будем все на 1300. Но что тут важно? Что тут важно? Давайте посмотрим сразу же на пекло 11. У нас мир и подземелья будут 54 200, а подземелья испытаний 54 920. Быстренько смотрим, какие у нас требования сейчас. Сейчас у нас 53 220 на пекло 10, а мой боевой рейтинг сейчас... Я последнего босса не убиваю, только в составе своего отряда. У меня сейчас 55 867, друзья, а пекло 11 у нас теперь будет 54 200. То есть у меня уже плюс 1600 в дополнении. То есть сразу после этого обновления я смогу смело переходить на пекло 11 и жестко фармить новые сушки, новые зеленки, которые разбирать на осколки, из которых потом фармить зеленки. Поэтому, друзья, обязательно это делайте, если у вас хватает боевого рейтинга. Вы видите на экране, как изменится боевой рейтинг. Останавливаться на этом мы долго не будем, переходим дальше. Ну и также у нас изменятся талисманы. Они здесь будут, как я вижу, касаться именно друида в облике медведя или волка. Там были проблемы, что какие-то навыки не активировались. Вот это разработчики починили. Мелочь, а приятно.
Ну и также будет внесено изменение в процесс подачи заявок в кланы, рассылки приглашений, вступления в них. Все это сделает коммуникацию с новыми игроками и заявки более простыми. Это очень хорошо для офицеров, которые с этим работают. Друзья, если у вас клан активный, то вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. И я, к счастью, честно скажу, что это к счастью, я не офицер у себя в клане. Конечно же, я не получаю двойных наград в событии Clan on Deck, по-моему, называется, когда ты можешь там ни за что что-то получить, но офицеры получают двойные награды. Но это не требует от меня огромного внимания ко всем новым игрокам, распределения их там по комнатам и так далее. Это целая работа. В общем, немножечко разработчики облегчают жизнь офицерам и главам, да, правильно я сказал, кланов. В общем, очень и очень все это прекрасно и, друзья, здорово. Также региональное обновление у нас будет связано с крыльями резонанса, но оно будет касаться, друзья, только китайцев. Короче, что я вам скажу? Вообще очень здорово. Обновление выглядит очень неплохо. Новый режим поля боя, хаотичный конвой, мне кажется, спорное на первый взгляд, но я думаю, что это будет полная имба, и многие игроки, которые хейтят его сейчас, скажут, что это один из самых лучших режимов, но мы, конечно же, это все посмотрим, когда оно будет в игре. У нас возвращается схватка миров, у нас нерфится БР для того, чтобы фармить сушки, а также зеленые предметы для пекла 11. У нас стартует немножко скучное событие Тунши. Ну, конечно, здорово, что оно стартует. 12 февраля появится новый боевой пропуск со скучными скинами. Ветры удачи стартуют прямо 4 числа, друзья. Ну и появится новый фантомчик, баллада лунного света. В общем, друзья, много нового интересного. Обязательно пишите в комментариях, что думаете об этом всем безобразии. Я считаю, что это так классно. Мы так долго ждали нового контента. Все это уже надоело. Я жду этих командиров кровавых, которых можно будет мочить с нашими соклановцами в подземельях. Напишите в комментариях, нравится ли вам это обновление. Ну и, конечно же, друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал и на мой Telegram-канал, если еще не подписаны, и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. А мы с вами увидимся в следующем ролике.